Не готовьте кабачки, пока не попробуете этот способ. Сегодня покажу простой способ, как приготовить кабачки, чтобы они получились с аппетитной хрустящей корочкой и без жарки. Берем 2 кабачка и нарезаем их вот таким образом, как картошку фри. Такие ровные палочки запекаются равномерно и получаются невероятно хрустящими. Кабачки нарезали, отправляю их в миску, сразу добавляю соль, кукурузную муку, вы можете заменить ее обычной мукой, а также панировочные сухари. Также добавляем немного сладкой паприки, чесночный порошок и щепотку орегано. Друзья, напишите, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Также добавляю немного черного перца по вкусу и все хорошо перемешаем. Здесь есть отличный секрет, маленькая хитрость. Кабачки со специями и панировочными сухарями можно сразу сложить в пакет или обычный контейнер с крышкой и все хорошо потрясти, перемешать. Тогда каждая палочка из кабачков отлично покроется панировкой. Посмотрите, какая красота получается. Выкладываем кабачковые палочки на противень. Оставляем между ними совсем небольшое расстояние, чтобы воздух хорошо проходил между кабачками и они становились просто супер хрустящими. Напишите прямо сейчас, сколько кабачков у вас обычно лежит дома без дела. Отправляем кабачки в духовку и запекаем 20 минут при температуре 180 градусов. С кабачками мы еще не закончили, чуть позже к ним вернемся, а пока быстро приготовим освежающий, просто супер летний соус. В сметану или йогурт натираем 1 маленький огурчик, можно без кожицы. Сюда же 1 маленький зубчик чеснока, получится очень ароматно. И мелко нарубим любую зелень, у меня укроп, можете взять все, что есть у вас под рукой. Соль и черный перец по вкусу, все хорошо перемешайте. Супер вкусный, освежающий летний соус готов. Он идеально подходит к кабачкам, картошке. Достаем противень из духовки. Только посмотрите на эту румяную корочку, но это еще не все. Щедро натираем сверху моцареллу. Чем больше сыра, тем вкуснее получится. И отправляем в духовку еще на 5-7 минут, пока сыр не растает и не превратится в аппетитную, тянущуюся сырную шапочку. Только посмотрите на эту красоту, они получились просто идеальными, золотистыми, хрустящими, а этот аромат, он просто сводит с ума. Вы только посмотрите, как тянется сыр, это просто супер! И это даже вкуснее, чем картошка фри и совсем без жарки. У меня просто слюнки потекли. Смотрите, какие они румяные, сыр тянется. Никто не поверит, что это обычный кабачок. Готовьте с удовольствием, делитесь с друзьями и жду вас в новом видео.